Всем привет! Меня зовут Таня. Рада приветствовать вас на канале Шьем с Таней. В сегодняшнем видео я подготовила для вас мастер-класс по пошиву очень красивого и необычного блока, такого как пазл. Шьется он очень просто и быстро, несмотря на всю его такую какую-то интересность и необычность. Надеюсь на вашу поддержку, ваши лайки, пальчики вверх, они меня мотивируют снимать дальше. Также после просмотра жду ваши комментарии. И если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик. Так вы не пропустите все обновления на канале и новые видео. Ну все, приступаем к работе. Итак, для начала подготовим основу. Для этого нам понадобится 4 квадратика разных расцветок. Размер квадратов может быть абсолютно любым. Хоть 10 на 10, хоть 15 на 15, 20 на 20. Это все на ваше усмотрение. В моем случае квадратики я взяла размером 15 на 15 сантиметров. Также желательно выбирать такие цвета, чтобы они не сливались. То есть, допустим, вот, как видите, черный, красный, черный, фиолетовый. То есть они не будут сливаться. Вот синий с красным, с фиолетовым. То есть все будет, так скажем, играть у нас на контрасте. Далее теперь нам понадобится сделать такую небольшую, как трафаретик, заготовочку. Для этого возьмем лист бумаги и обычный карандаш. Точнее, карандаш может быть любым. У меня вообще вот такой зелененький, без разницы. Можно взять ручку. И нам нужно рисовать такую пимпочку, типа как вот в пазле, которые соединяют пазлики между собой. Рисуем в произвольной форме, можно более вытянутую, можно более округлую. То есть это на ваше усмотрение. Итак, вот что у меня получилось. Значит, здесь вот расстояние от этих вот палочек друг к другу 3 сантиметра. Высота от самой высшей точки до края 5,5 сантиметров. Но опять же, это все произвольно, просто я вам скажу, как вот я рисовала. И здесь высота вот этих вот ножек 1,3 сантиметра. Ножки рисуйте не менее 1 сантиметра в высоту, потому что тут еще будет у нас проходить шов, поэтому они потом будут примерно так вот короче. Все, теперь вырезаем заготовочку. Ну все, вот такой трафарет готов. Отлично нам подойдет. Теперь возьмем небольшие отрезы, лоскутки тканей в тон наших больших квадратов. Я подготовила вот такие вот кусочки. Как раз точно таких же расцветок, как и вот эти квадраты, которые показывала изначально. И теперь берем этот трафаретик, прикладываем его сюда к ткани. Обводим и вырезаем. И то же самое делаем со всеми остальными вот квадратиками, прямоугольниками. Так, все, вот такие грибочки получились, по форме их напоминает. Теперь возьмем наш квадрат, так его составим. Примерно как у нас он будет выглядеть. Ну, вот так вот, в принципе, мне нравится. Думаю, так симпатично. И теперь прикладываем сверху вот такие заготовочки. Их, ну, тут все понятно, в принципе, как в обычных пазлах, то есть... Прикладываем вот так. Я могу либо вот сюда приложить, вот это вот, либо сюда. Мне кажется, вот так будет поинтересней. Так, ну, примерно вот на серединке. Это все приблизительно. Так, где у меня здесь вот лицевая? Сюда прикладываем, соответственно. Дальше. Сюда, естественно, получается от красного к синему. Так вот как продолжение ножки. Вот так сюда. И отсюда сюда. Посмотрите, как уже классно смотрится. Настоящий пазл у нас получается. А все делается, как видите, вообще просто и быстро. Теперь тоже очень важный этап. Нужно подобрать ниточки подходящих цветов.
Ну что ж, ниточки я старалась подобрать максимально похожие. Так, ну тут все понятно. Вот черный к черному. Дальше. Это такой, видите, красный, немножко таким с розовым отливом. То есть не совсем такой, уже красно-розовый. Вот, подобрала такую ниточку. Ее не видно здесь на ткани. Дальше синий к синему. Вот, и такой фиолетовый к фиолетовому. Все с вами выбрали. Так, ниточки у нас подобраны. Пока убираем их в сторону. И вот так вот раздвигаем будущий блок. Теперь вот так, как оно все есть, то есть один цвет с другим грибочком сверху, нам нужно как-то зафиксировать. Можно это сделать с помощью клеевой паутинки, можно сделать с помощью карандаша, можно использовать клеевой флизелин, можно просто приметать, а можно зафиксировать булавочкой. Здесь масса вариантов, в зависимости от того, какие материалы у вас имеются. Ну, в принципе, думаю, тут проблем не должно возникнуть. Я буду делать все по старинке, просто зафиксирую булавочками, чтобы когда будем пристрачивать эти грибочки, чтобы они никуда у нас не съехали. Так, теперь по возможности выставляем там самый маленький стежок, который вот имеется. Потом также берем вот такую строчечку, выбираем зигзаг и будем шить ей. Также выбираем ниточки в шпульке и в основной катушке, который цвет мы подобрали. И берем вот такой вот квадратик. То есть цвет должен соответствовать вот этому вот грибочку. И будем сейчас его обшивать швом зигзаг, точнее строчка зигзаг. Так, вот что получилось. Вот эту вот потом лишнюю бахрому, все немножечко, можно срезать потом аккуратно маленькими ножницами. Вот она. И все, и точно так же обшиваем другие заготовочки. Все готово, вот что получилось. Но что хочу сказать. Конечно, для такой работы лучше брать вот обычный хлопок, либо поплин, просто сатин, или вот, ну, как дорогой американский хлопок хорошего качества. Но не брать сатин люкс, потому что вот у меня это сатин люкс, именно. Вот он очень ползет, его в разные стороны просто невозможно тянет. Вот такие получаются. Ну ладно, это срежу, ничего страшного. Но просто вот это такой самый лучший вариант, который у меня получился. Я несколько уже квадратиков испортила из-за него, потому что ткань очень такая неудобная, ползучая. Либо же просто чем-то ее продублировать, дублерином каким-то или флизелином. То есть нужно чем-то укрепить обязательно, потому что, как видите, вот настягивается. Вот неудобно с ней работать. Лучше брать обычный хлопок. Вот, ну что ж, а теперь давайте соберем все, как оно у нас будет выглядеть. Примерно вот так, да, судя по этим всем. Вот так. И теперь, вот видите, из-за этого вот края придется немножко сделать блок меньшего размера. Ну, ничего страшного. Теперь просто сшиваем, как обычно, квадратики. То есть сначала так, а потом в одно полотно. И сейчас посмотрим, что же получится, уже готовый конечный результат. Все, блок полностью готов, я его выровняла. Сейчас вам покажу изнанку. Вот такая аккуратненькая изнаночка, здесь такой замочек, швы заутюжены в разные стороны. Вот, но эта, конечно, ткань вообще, вот я говорю еще раз, это сатин люкс, для этого не подходит. Она вся вот ползет, вся деформируется, как будто шелк. Либо ее чем-то укреплять нужно, либо просто брать ткани такие более жесткие. И вот лицевая сторона. Вот так вот она выглядит. Смотрите, как интересно и необычно. Вот такой пазлик получается. Представьте, какое будет красивое одеяльце, допустим, как взрослое, так и детское. Также можно шить из такого блока покрывало, подушку, наволочку. Будет смотреться очень красиво и интересно. А что я из него буду шить, я вам покажу, наверное, в следующем видео.
Ну что ж, мои дорогие, если вам понравился такой мастер-класс, не забудьте, пожалуйста, оценить его, поставив пальчик вверх и напишите мне комментарий, буду очень ждать. Ну все, до скорых встреч, пока-пока!